Коллективизация. Масштабный процесс в советской деревне конца 20-30-х годов, который давно превращен на уровне массовой культуры в этакую страшилку. Сами слова «коллективизация», «колхоз», «колхозник», «трудодень» преподносятся как символ разрухи, неэффективности, ущербности. Частенько слышишь речи о том, что Сталин и его соратники якобы погубили российское крестьянство, которое кормило всю Европу, и уничтожили прекрасную русскую деревню, эффективную и перспективную. Они уничтожили крестьянство, они уничтожили самых предприимчивых и хозяйственных. Была почти уничтожена русская крестьянская цивилизация. И вот старая традиционная Россия просто-напросто исчезла. Отчаянные фальсификаторы истории постоянно навязывают мысль, что колхозы – это сугубо порождение советского строя, и вне его аналогичных предприятий не существовало. Многие толком не понимают, что такое колхозы, и считают их государственными предприятиями. Слышатся возгласы о том, что коллективизация и индустриализация якобы не связаны между собой, и, наконец, делаются попытки заявить, что без коллективизации индустриализацию можно было бы провести примерно теми же темпами, какими она проводилась в 30-е годы. То есть все жертвы советской деревни были в конечном счете напрасными. Подобными заявлениями отметился, например, прославленный либеральный экономист Сергей Гуриев. Короче говоря, коллективизация и колхозы обросли просто небывалым количеством мифов и стереотипов. Сегодня мы попробуем разобраться в том, что представляла собой российская деревня начала 20 века, зачем и как создавались колхозы, чем они были в реальности и к чему привели советское общество и государство. Давайте начнем. Давайте для начала посмотрим на состояние сельского хозяйства поздней Российской империи. С одной стороны, оно уже тогда являлось донором для индустриализации страны. Министр финансов времен Александра III Вышнеградский прекрасно сформулировал это фразой «не доедим, но вывезем». Россия вывозила зерно в Европу и на вырученные средства в том числе проводила свою индустриализацию. Это, к слову, приводило и к жутким эксцессам, например, голоду 1891-1892 годов. С другой стороны, российская деревня в то время находилась на ужасающе низком техническом уровне. Посудите сами. В 1913 году в США было выпущено 7000 тракторов. В России, где зерновой экспорт составлял львиную долю всего экспорта, в этот же период на всю многомиллионную страну выпустили 150 тракторов. Да и то немалая часть из них предназначалась для армии. И в низкой технической оснащенности русской деревни нет вообще-то ничего удивительного. Дело в том, что аграрный сектор тогда представлял собой около 20 миллионов мелких, в основном семейных, хозяйств. Представьте себе типичную крестьянскую семью начала 20 века. Естественно, она не могла себе позволить купить там трактор, комбайн, прочую сельхозтехнику. И хоть прогресс в технологиях потихоньку шел, но землю обрабатывали в основном традиционными дедовскими методами. И кто-то спросит, как же так? Ведь в это же время намечается социальное расслоение на селе. Оформляются зажиточные кулаки, которые возвышаются над середняками и бедняками, а с другой стороны существует община, которую не удалось разрушить даже Столыпинской реформой 1906 года. Так почему же кулаки не особо закупали технику? Или почему община в складчину не могла ее закупить? Во-первых, потому что сельхозтехника была очень дорогой и дефицитной даже для кулаков или для покупки в складчину. Многие крестьяне до 1906-1907 годов тянули выкупные платежи. Большинство страдало от малоземелья и вынуждено было брать дополнительные земли в аренду у помещиков. Какие тут лишние средства на покупку техники? Во-вторых, из-за банального консерватизма крестьян, желание делать все по старинке,
Ну а в-третьих, из-за отсутствия достаточных знаний. Дело в том, что агрономия как наука тогда еще не получила повсеместного распространения. Неудивительно, что в условиях низкотехнологичного мелкотоварного сельского хозяйства, из которого власти еще и пытались вытянуть ресурсы по максимуму, голод был обычным и регулярно повторяющимся явлением. Особо голодными были 1873-74, уже упомянутые 1891-1892, 1896-98, 1901-902, 1906-1907 и 1911-1912 года. И вот в результате накопившихся в обществе противоречий случается сначала февральская, а затем и октябрьская революция. Не будем сейчас на них подробно останавливаться, кому интересно, ссылки на литературу и на видео вы найдете в описании. В результате гражданской войны, не без помощи, кстати, крестьянства, которому дали дополнительную землю декретом о земле, большевикам удается побороть и белых, и интервентов, и в конце концов закрепиться у руля власти. Но тут возникает уже другая проблемка. Революционеры-коммунисты с идеями диктатуры пролетариата оказались у власти в тотально мелкобуржуазной стране, где было 20 миллионов сельских хозяйств, в которых было занято 111 миллионов крестьян, не считая детей и стариков. И тут возникает вопрос, а что делать-то? Вот как модернизировать сельское хозяйство в таких условиях? Откуда брать ресурсы для индустриализации? Да и вообще, как строить коммунизм, когда крестьяне даже по натуре своей мелкие собственники? Поначалу, как метко отметил Ленин, советская власть пошла на экономический брест, новую экономическую политику, которая вернула в советскую Россию, а затем в Советский Союз, элементы рыночной экономики. Крестьяне сдавали продуктовый налог и могли спокойно развивать собственные мелкие хозяйства. Более того, был разрешен найм рабочей силы. С одной стороны, это стабилизировало политическую ситуацию в стране, крестьянство перестало бунтовать. Более того, страна получила возможность восстановить убитое мировой, а затем и гражданской войной сельское хозяйство. С другой стороны, пришли откровенно негативные последствия. Но, во-первых, началось закономерное для рыночной экономики социальное расслоение на селе. Снова по одну сторону оказались кулаки, а по другую бедняки, которые разорялись и были вынуждены наниматься к своим собственным соседям батраками. И среди деревенской бедноты такая ситуация воодушевления не производила. Скорее возникал вопрос: а на кой черт мы в гражданскую войну воевали за советскую власть, когда теперь снова поднимают голову эксплуататоры? Во-вторых, кулаки не просто используют труд своих односельчан, но и становятся подспудными врагами советской власти. Террористические выступления кулачества из года в год росли. Зажиточные крестьяне убивали активистов, сжигали общественные амбары и так далее, так далее. Если в 1924 году было зарегистрировано 339 случаев кулацкого террора, то в 1925 году эта цифра поднялась до 902. 1926 год дает некоторое снижение – 711 случаев, но последующие 1927 и 1928 года дают картину нового роста террористических выступлений. В 1927 учтен 901 случай, а только за первые 7 месяцев 1928 – 1049 случаев. Но еще более масштабный вред от кулачества был в том, что оно провоцировало хлебозаготовочные кризисы. Несколько раз на протяжении 20-х годов кулачество отказывается продавать государству зерно по предлагаемым ценам, что вынуждает советскую власть несколько раз устанавливать более высокие расценки. Но самый тяжелый хлебозаготовочный кризис грянул в 1927 году, когда кулачество реально поставило города Советского Союза на грань голода. Это наложилось на военную тревогу и чуть не начавшуюся войну с Великобританией. И вот тут для значительной части советского руководства становится окончательно понятно, что ситуацию нужно разрешать, причем быстро и жестко.
Вообще, почти все 20-е годы в руководстве партии большевиков шли ожесточенные споры о сельскохозяйственной политике. К середине 20-х годов четко обозначились три главные позиции. Левая оппозиция во главе с Троцким предлагала сворачивать НЭП, переходить к политике коллективизации и хорошенько вдарить по кулаку. Правая оппозиция во главе с Бухариным, напротив, выступала за продолжение НЭПа и свободное развитие кулачества. По такой логике можно было предположить, что кулаки разорят и пролетаризуют со временем значительную часть крестьянства, монополизируют по законам рынка сельское хозяйство, и вот тогда уже можно будет решать вопрос и с ними. Сталин, исходя из его речи 1925 года на 14-м съезде ВКПБ, занимал промежуточную позицию. Но, по иронии судьбы, в результате хлебозаготовочного кризиса 1927 года именно Сталину приходится ехать в Сибирь и сталкиваться с проблемами кулачества лицом к лицу. Поездка довольно сильно поменяла позиции самого Сталина по поводу коллективизации и борьбы с кулачеством. Забавно, что в 1928 году Сталин и его группа, победившие во внутрипартийной борьбе, начинают воплощать в жизнь сельхозпрограмму левой оппозиции Троцкого, только в еще более радикальной манере. Кто-то говорит, что в 1928-29 годах это уже было уместно, а вот когда Троцкий предлагал это в 25-м, противоречия на селе еще не достигли нужного градуса накала, но тем не менее. То есть в результате мы получаем целый ряд весомых причин для политики коллективизации в СССР. Первая причина – это необходимость покончить с хлебозаготовочными кризисами и социальным напряжением на селе, что неотвратимо означало удар по кулачеству. Причина вторая – стремление покончить с террористической деятельностью кулачества, что означало опять же мощный удар по нему. Причина третья – нужда в повышении эффективности и техническом переоснащении сельского хозяйства. Но, как мы видели выше, это невозможно было сделать в условиях мелких крестьянских хозяйств. Причина четвертая – нужен был ресурс для индустриализации страны, который крайне важен был в условиях возможной войны с капиталистическим миром. Здесь советское правительство в целом продолжило линию правительства царского – продавать зерно, покупать станки. Причина пятая – необходимость движения к построению коммунистического общества с идеями коллективного владения и управления производством. Схема коллективизации была примерно такой. Создаем коллективные хозяйства для эффективного производства и изъятия зерна на экспорт. Продаем зерно на Запад, на валюту закупаем оборудование на том же Западе. Строим моднейшие высокотехнологичные заводы, причем ориентированные сразу и на производство гражданской, и на производство военной продукции. На заводах произведем крутейшую сельхозтехнику. При колхозах создаем машинно-тракторные станции, они же МТС, укомплектованные тракторами, комбайнами, грузовиками и людьми, которые умеют на этой технике работать. Сдаем в аренду колхозам технику с МТС. Колхозы начинают производить продукцию уже не средневековыми методами, а современными, следовательно, растет урожайность. В итоге все радостные и счастливые. То есть причины-то были многочисленными и значительными, а схема была рабочей и, маленький спойлер, в конце концов сработавшей. Кстати, как я уже говорил, есть отдельные индивиды, которые считают, что экспорт советского зерна был не важен для индустриализации. Но данные говорят о другом. Во-первых, просто взгляните на цифры импорта сельскохозяйственных машин и тракторов, ну а затем взгляните на экспорт хлебопродуктов. То есть в целом между этими величинами прослеживается корреляция. Во-вторых, на роль зернового экспорта в процессе индустриализации прямо указал в своем выступлении на октябрьском 1931 года пленуме ЦК ВКПБ нарком снабжения СССР Микоян. Конечно, зерновую проблему мы разрешили, но нам пришлось увеличить против первоначального плана экспорт хлеба в силу потребности в валюте на оборудование для индустрии. Мировой кризис привел к резкому падению цен на сельхозпродукты, в том числе и на наш экспорт. Наконец, 24 августа 1930 года Сталин писал об этом же Молотову. Надо бы поднять теперь же норму ежегодного вывоза до 3-4 миллионов пудов минимум.
Иначе рискуем остаться без наших новых металлургических и машиностроительных заводов. Найдутся мудрецы, которые предложат подождать с вывозом, пока цены на хлеб на международном рынке не подымутся до высшей точки. Таких мудрецов немало в наркомторге. Этих мудрецов надо гнать в шею, ибо они тянут нас в капкан. Чтобы ждать, надо иметь валютные резервы, а у нас их нет. Чтобы ждать, надо иметь обеспеченные позиции на международном хлебном рынке. А у нас нет там уже давно никаких позиций. Мы их только завоевываем теперь, пользуясь специфически благоприятными для нас условиями, создавшимися в данный момент. Словом, нужно бешено форсировать вывоз хлеба. То есть, конечно же, коллективизация и индустриализация были звеньями одной цепи. Но прежде чем говорить о процессе самой коллективизации, я бы хотел еще отметить два важных момента. Момент первый и очень важный. Колхозы как массовое явление существовали уже до коллективизации. И момент второй. Мало кто знает, что колхозы вообще-то делились на несколько типов. Прошу сразу обратить внимание на то, что колхозы не были государственными предприятиями, о чем бредят некоторые пропагандисты. Колхозы были предприятиями кооперативными, то есть их собственность была собственностью членов колхоза. Сами же коллективные хозяйства развивались все 20-е годы до коллективизации и делились на три типа. Тип первый – товарищество по совместной обработке земли, ТСОС, в котором обобществлялись землепользование и труд. Скот, машины, инвентарь, постройки оставались в личной собственности крестьян. Распределение средств шло не только по труду, но и по внесенным паям. Второй тип – сельскохозяйственная артель или СХА. Производственный кооператив, где обобществлялись землепользование, труд и основные средства производства, то есть рабочий скот, техника, оборудование, продуктовый скот, хозяйственные постройки и так далее. Но в личной собственности крестьян оставался жилой дом и подсобное хозяйство. Как известно, в 30-е годы на первое место вышли именно сельхозартели, и именно они в общественном сознании ассоциируются с термином «колхоз». Но был и третий тип колхозов. Это сельскохозяйственная коммуна, СХК. Унитарное предприятие, где объединялись все средства производства. Постройки, мелкий инвентарь, скот и землепользование тоже. В СССР существовали все три типа. По данным на июнь 1929 года, коммуны составляли 6 с лишним процентов от всех колхозов в стране, ТОЗы 60 с лишним процентов, сельхозартели 33 с лишним процента. Причем по всей стране на конец 20-х годов были уже десятки тысяч добровольных колхозов. Вопрос лишь в том, что в них было задействовано всего несколько процентов от многомиллионного советского крестьянства. Порицатели советской системы любят представлять колхозы как нечто уникальное, присущее только социалистическим странам. Но те же сельхозартели существовали во многих капиталистических странах. А сельхозкоммуны кибуцы вообще с начала 20 века создавались евреями на Ближнем Востоке. Так что все это не было каким-то невероятным мировым новшеством. Добавим к этому развитую потребительскую и кредитную кооперацию, добавим вековые общинные традиции и получим, что, с одной стороны, крестьянство было для коллективизации готово. С другой стороны, у большинства крестьян все-таки было мелкобуржуазное мышление. Плюс сказались ускоренные методы и зачастую грубый характер коллективизации. И вот эти факторы стали мощным препятствием в процессе создания колхозов. На экране вы видите типовой устав сельхозартели. И из него видно, что при вступлении крестьяне вносили от 2 до 10% стоимости своего имущества, обобществляли зерно и крупный скот. При этом по одной корове у каждой семьи обязательно остается в подсобном хозяйстве, равно как и мелкий скот и птица. Но и такие условия устраивали далеко не всех. Известно, что если в 1928 году еще преобладали агитационные методы вовлечения крестьян в колхозы, то в 1929 году на фоне мирового экономического кризиса и военного конфликта на Китайско-Восточной железной дороге руководство принимает решение о сплошной коллективизации.
Крестьян зачастую варварскими методами начинают загонять в колхозы, а крестьяне отвечают массовым забоем скота. Примечательно, что через 2-3 года этот забой скота станет одним из факторов голода, от которого пострадают сами же крестьяне. В соответствии с постановлением ЦК ВКПБ от 5 января 1930 года о темпе коллективизации и мерах помощи государству колхозному строительству, завершение коллективизации в зерновых районах страны предусматривалось к весне 1931 года. Уже к концу 1930-го Республика Немцев Поволжье, первой в СССР, завершила в основном сплошную коллективизацию. В остальных зернопроизводящих районах она была закончена к началу 1932 года. На Украине было коллективизировано 72% крестьянских хозяйств, на Нижней Волге 84%, на Средней Волге 64%, в Северо-Кавказском крае 81%. О том, что подобный результат стал следствием административного нажима на крестьян, свидетельствуют многочисленные документы, в том числе факты, приведенные в докладе инструктора ЦИК СССР Короткова. Побывав в командировке в связи с проверкой жалоб крестьян, посланных на имя Калинина, он пришел к следующему выводу. По своему характеру и глубине ошибки превосходят даже ошибки 1929-30 годов. Сплошная коллективизация, как правило, проводилась в жизнь независимо от результатов голосования крестьян. В селе Зеленом, например, почти все единоличники при голосовании воздержались, никто не голосовал ни за, ни против коллективизации. Тем не менее, президиум собрания объявил, раз голосующих против нет, сплошная коллективизация принимается. Если же единоличники упорствовали, применялись всевозможные репрессии. Под разными предлогами у них отбирали лошадей, коров, фураж, вплоть до усадебной земли. По мнению инструктора, во всех сельхозсоветах Сосновского района не было создано никаких предпосылок для коллективизации. И тем не менее, партийные ячейки проводили курс на 100% коллективизацию. То есть мы видим, что даже после статьи Сталина 1930 года под названием «Головокружение от успехов», где он списывал проблемы коллективизации на перегибы на местах, эти перегибы продолжались и в последующие годы. Еще рельефнее процесс коллективизации, а точнее процесс выбивания зерна с колхозников, показывает письмо Шолохова к Сталину от 4 апреля 1933 года. В Плешаковском колхозе два уполномоченных РК, Белов и другой товарищ, фамилия которого мне неизвестна, допытываясь у колхозников, где зарыт хлеб, впервые применили впоследствии широчайше распространившийся по району метод допроса с пристрастием. В полночь вызывали в комсот по одному колхозников, сначала допрашивали, угрожая пытками, а потом применяли пытки. Между пальцев клали карандаш и ломали суставы. А затем надевали на шею веревочную петлю и вели к проруби в Дону топить. В Грачевском колхозе уполномоченный РК при допросе подвешивал колхозниц за шею к потолку, продолжал допрашивать полузадушенных, потом на ремне вел к реке, избивал по дороге ногами, ставил на льду на колени и продолжал допрос. В Лиховидовском колхозе уполномоченный РК на бригадном собрании приказал колхозникам встать, поставил в дверях вооруженного сельского, которому вменил в обязанность следить за тем, чтобы никто не садился, а сам ушел обедать. Пообедал, выспался, пришел через 4 часа. Собрание под охраной сельского стояло. И уполномоченный продолжал собрание. Варварский, нередко сопровождавшийся беззакониями загон крестьян в колхозы, как ни парадоксально, в конце концов спас и крестьян, и рабочих, и Советский Союз, и весь мир. Парадоксально, но факт. Об этом мы еще скажем далее. Сейчас же я хотел остановиться на нескольких важных принципиальных моментах, касающихся процесса коллективизации. Не надо думать, что вот прям никто не хотел идти в колхозы. Нет, значительная часть бедняков и часть средняков вполне охотно туда вступали. Вопрос лишь в том, что власти на местах не всегда должным образом проводили разъяснительную работу, предпочитая ей силу и нажим. Также у нас очень любят плакаться о судьбе кулаков. Но я бы вот хотел спросить у уважаемых плакальщиков, а кто проводил раскулачивание-то? Вот кто отбирал скот, выгонял из домов, способствовал отправке в ссылки? Примерно, кстати, 1,5 миллиона кулаков.
Вариант А – Сталин. Вариант Б – кровавые ОГПУшники и НКВДшники. Вариант В – свои же соседи. Как вы понимаете, верен последний ответ. Беднота, а порой и середняки люто бешено ненавидели кулачество. И стоило советской власти только дать команду «ФАС», как началось страшное. Так что если есть желание кого-то обвинить в ужасах раскулачивания, то обвиняйте не только советскую власть и советское правительство, но и десятки миллионов обычных крестьян, которые очень лихо включились в процесс раскулачивания. Не надо думать, что демократия, она вот всегда такая чистая и пригожая. Нет, она бывает и весьма беспощадной. Наконец возникает еще один вопрос. А сколько государство забирало зерна у крестьян, у колхозов? У некоторых возникает представление, что советская власть отнимала вообще все зерно, ну или, по крайней мере, большую его часть, причем делала это безвозмездно. Но как бы не так. На экране вы видите докладную записку наркома снабжения Микояна Сталину, где говорится: еще в апреле 1930 года были установлены нормы сдачи хлеба колхозами в размерах от 1/4 до 1/3 валового сбора в основных зерновых районах и не выше 1/8 валового сбора в неосновных зерновых районах. То есть колхозам дали план сдачи зерна от 12 до 33%. Не 50, не 100, от 12 до 33. При этом за зерно, кстати, платили, хоть и мало, по себестоимости. Далее Микоян пишет: фактические нормы сдачи были гораздо выше, что видно из следующих таблиц. И далее мы видим таблицы, в которых действительно видно, что колхозы сдали больше, чем нужно. Особенно впечатляют показатели на Украине, Нижнем Поволжье и Казахстане. Далее Микоян воодушевленно заключает, что это наверняка следствие повышения технической обеспеченности колхозов и прочего подобного. Отчасти это так и было, но отчасти превышение планов было обеспечено за счет того самого варварского выколачивания зерна у крестьян, о котором мы говорили выше. Микоян просит еще повысить нормы для колхозов. Ну а что, сдают же много? Но, как мы понимаем, такая стратегия уже через несколько месяцев станет одной из причин массового голода. Что примечательно, больше всего от него пострадают лидеры по сборам зерна – Украина, Казахстан, Поволжье. О голоде 1932-1933 годов мы сделаем еще отдельный ролик. Пока же стоит констатировать факт, что колоссальными потерями, но достаточно решительно советское руководство справилось с этой катастрофой и пересмотрело, кстати, политику по взиманию зерна. В 1933 году выходит уже новое постановление по нормам сдачи зерна, которое учитывает ошибки предыдущих лет. Можно взять следующий пример. С 1932 по 1936 года средняя урожайность пшеницы была 8,1 центнера с гектара. По плану государство в 1937 году изымало 1,14 центнеров с гектара, то есть в районе 14% от урожая. Плюс часть урожая шла на аренду техники в машино-тракторных станциях, плюс еще немного на содержание работников села, типа учителей, врачей и так далее. Итого где-то порядка 24% урожая колхозы сбывали, чтобы закрыть свои обязательства. Что делать с остальным, кроме как проедать? У колхозников имеется 3 варианта сбыта товара. Вариант первый – продать излишки государству по фиксированным ценам, то есть не по себестоимости, как обязательные поставки, а по нормальным ценам. Второй вариант – это продать излишки в систему потребительской кооперации. Потребительские кооперативы, по сути, были негосударственным посредником между городом и деревней. Они закупали продукцию колхозов по договорным ценам и продавали товары в города. Вариант третий. Можно было продавать зерно и прочую сельхозпродукцию через колхозные рынки, организованные в любом крупном городе, где каждый прикрепленный к рынку колхоз имел своих представителей и свое законное место. Здесь цена зависела исключительно от спроса и предложения. Именно поэтому появлялись мегазажиточные колхозы-миллионеры, которые в легкую расплачивались с государством и начинали сбывать свою продукцию. Делать они это могли, так как, повторяюсь, они были не государственными, а кооперативными предприятиями.
Как распределялись средства внутри колхоза? Банально по количеству выполненной работы. Начислялись так называемые трудодни. Причем роль играл именно объем выполненных работ, а не отсиженное время. Поэтому, кстати, многие колхозники умудрялись получать там по 400, 500, а то и 600 трудодней в год. Система, как вы видите, просто бесчеловечная. Позже появилась еще практика найма дополнительных людей со стороны в пик уборочных работ. В 70-е и 80-е годы неэффективные и забитые колхозы почему-то могли платить каким-то там подросткам на таких работах по 200 рублей в месяц, что было выше средней зарплаты по стране. Плюс на помощь колхозам посылались агрономы, то есть специально обученные люди, которые по науке помогали вести сельское хозяйство, что также привело к его интенсификации. Итог. Плюсы колхоза – это совместная покупка техники, или аренда техники в МТС, это агрономы, это оплата по трудовому вкладу и довольно мягкие условия со стороны государства. Хотя, как мы видим, для этого пришлось пройти через путь эксцессов и реальных трагедий. То есть, с одной стороны, мы видим массовый забой скота в начале 30-х годов, неразумное изъятие зерна, просто массовое насилие над крестьянством. С другой стороны, из отсталого, основанного на ручном труде производства, сельское хозяйство превратилось в крупную, технически оснащенную отрасль, играющую важную роль в мировой экономике. СССР занимает первое место в мире по производству пшеницы, ржи, ячменя, сахарной свеклы, картофеля, подсолнечника, хлопка, молока, второе по поголовью овец, третье по общему объему производства сельхозпродукции, поголовью крупного скота, сбору зерна. В 1940 году насчитывалось почти 237 тысяч колхозов, 4 с лишним тысячи совхозов, то есть государственных сельхозпредприятий, более 7 тысяч машинно-тракторных станций. Энергетические мощности сельского хозяйства увеличились с 28 по 40 год с 21 миллиона лошадиных сил до 47 миллионов. В расчете на одного работника с 0,4 до 1,5 лошадиных сил. На 100 гектар посева с 19 до 32 лошадиных сил. Видя прогресс и успехи колхозов по сравнению с единоличными хозяйствами, многие крестьяне, поначалу вышедшие из колхозов, впоследствии возвращались в них. Хотя, конечно, до конца существования СССР оставался хоть небольшой, но слой крестьян-единоличников. Победа социалистических форм хозяйства, внедрение сельхозтехники, увеличение числа квалифицированных кадров обеспечили существенный рост производства основных сельхозпродуктов. И, конечно же, именно коллективизация сыграла важнейшую роль в индустриализации страны, без которой войну было бы не выиграть. В общем-то, и сами колхозы стали одним из факторов победы Советского Союза над нацистской Германией. Если сельское хозяйство Российской империи в Первую мировую войну накрылось медным тазом, то советский аграрный сектор даже при мобилизации десятков миллионов взрослых мужчин из деревни оказался способным снабжать и фронт, и тыл зерном. Потому что была создана новая система организации сельского хозяйства, потому что в ней появилась техника, научные знания и специалисты. Так что да, мы можем ругать сталинское руководство и советскую систему в целом за то, как проводилась коллективизация. Но в конце-то концов именно она стала важнейшей из предпосылок победы над нацизмом. Может, правда, возникнуть вопрос, а откуда появилось столь пренебрежительное отношение к колхозам и колхозникам в советском обществе? Эти стереотипы имеют в первую очередь городское происхождение. Начиная со времен индустриализации, большое количество крестьян переезжает в города, и, естественно, для городских эти люди были не особо культурными и не особо манерными. Отсюда и пошло обозначение необразованных, неотесанных лиц колхозниками, что, как вы понимаете, было проявлением снобизма. А снобизм — это плохо. С вами же был канал Вестник Бури. Подписывайтесь, ставьте палец вверх, жмите колокольчик, не пропускайте новые выпуски, пишите побольше комментариев и не ведитесь на антиисторические мифы и развивайте критическое мышление.
Кстати, о последнем. 21 и 22 марта в Москве пройдет форум цифровой истории, куда также приеду я и даже проведу там небольшую творческую встречу. Также, возможно, там же на форуме пройдет баттл между нормальными историками и представителями журнала с говорящим названием «Дилетант». В любом случае будет интересно, ссылочка на мероприятие в описании. До новых встреч!